Благодарность женщина одна написала: Андрей Андреевич, большое вам спасибо. Я избавилась от астмы путем, с помощью вашего совета, где вы советовали в одном из вебинаров просто попить соду. Да, так и есть. Питье соды может помочь человеку избавиться от астмы. И тут такой вопрос, Андрей Андреевич, а как это все устроено? Объяснение этому тоже есть. Дело в том, что по моему мнению, любое заболевание, которое связано с аллергией и с астмой в том числе, очень часто связано с тем, что замедляется и недостаток появляется в клетках всего нашего организма натрия. И такой натрий можно ввести каким образом? Ну, первый способ — это капельницы кальция гидрохлорид. Второе, что находится в кальции гидрохлорид? Находится карбонат кальция, плюс находится раствор поваренной соли, который разведен в дистиллированной воде. То есть можно посмотреть на формулу, это получается кальций, кальций натрий хлор. То есть получается здесь натрий есть. То есть если человеку вводят карбонат кальция, вернее, если человеку гидрохлорид кальция вводят, то ему фактически доставляют и натрий. Дальше там, использование просто поваренной соли. Я всегда говорю, в случае, если у человека есть там аллергия, то достаточно увеличить прием в рационе питания поваренную соль для того, чтобы такие вот яркие аллергии могли быть купированы. Также там купание в воде. С чем это связано? С наличием натрия в поваренной соли. Ну и питье соды. А что же в соде находится? Натрий двууглекислый в очень усваиваемом виде находится как раз у нас в поваренной соли, поэтому восстановить количество натрия, который участвует в калий-натриевом обмене метаболизма клеток, вернее участвует в метаболизме клеток внеклеточного пространства, является насосом между клетками, натриево-калиевый насос. И таким образом, в случае, если в клетке что-либо задерживается, в случае, если задерживаются там антиоксиданты, процессы распада, токсины и так далее, то за счет того, что накапливается в этих клетках в процессе жизнедеятельности клетки токсическое вещество, то данное вещество не выводится только за счет того, что недостаточность натрия. Поэтому введение введение соды в рацион питания и питье соды для людей, у которых есть астма, есть аллергия, есть там экзема или даже псориаз в большинстве своем, может заметно помочь человеку, улучшив его общее состояние. Вот так это все устроено.